Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Оладьи. Что может быть проще? Думаю, что все знают, как их готовить. Сегодня покажу 5 рецептов, которыми я пользуюсь чаще всего. Необычные овощные оладьи, оладьи с луком, мой любимый рецепт, оладьи в стиле пицца, которые нравятся всем без исключения. И, конечно, поделюсь своими секретами приготовления пышных оладий на кефире. Я называю их оладьи со 100% успехом. Они всегда получаются. Начну с овощных. Готовлю такие оладьи с тыквой, с морковью, с капустой, с картофелем. Но сейчас лето, поэтому сегодня у меня они будут с кабачком. Ну и немного моркови добавлю. Овощи нужно отварить до готовности. Вначале в кастрюлю отправляю морковь, а через 15 минут кабачок. Когда немного остынут, перекладываю отваренные овощи в блендер и измельчаю, чтобы получилось овощное пюре. Можно оставить немного воды, в которой варились овощи, чтобы овощное пюре было более жидким. Но я обычно бульон сливаю и готовлю себе супчик. К овощному пюре добавляю 1 яйцо, столовую ложку сахара, 1/3 чайной ложки соли и столовую ложку растительного масла. Соды беру примерно пол чайной ложечки. Погасить можно лимонным соком или уксусом. У меня сегодня лимонный сок. Перемешиваю тесто венчиком и постепенно добавляю просеянную муку. Тесто должно получиться вот таким густым. Даю постоять тесту минут 10 и жарю оладьи на растительном масле с 2 сторон до румяной корочки. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Такие оладьи можно подавать и в горячем, и в холодном виде, и на десерт, и на закуску. Они совсем не похожи ни на классические оладьи из кабачков, которыми я недавно делилась на своем втором канале, ни на оладьи на кефире. Совершенно другой вкус. И каждый раз он новый. Зависит от того, какие овощи взять за основу. Больше всего мне нравится именно с кабачком. И с тыквой еще люблю в сезон. Но классические оладьи на кефире, конечно, мы готовим намного чаще. По этому рецепту пеку оладьи уже очень давно. Всегда получаются пышными, совершенно не жирными, мягенькими и очень вкусными. Ингредиенты самые обычные. Но я много раз уже проверяла теорию, что если отступить хотя бы на чуть-чуть от рецепта, может ничего и не получиться. Это как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемых результат еще как меняется. Яйцо, соль и сахар хорошенько взбиваю венчиком. Теперь добавляю теплый кефир. Именно теплый, примерно 35 градусов. Перемешиваю. Теперь немного масла. И мука. Муку подсыпаю постепенно, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Соду добавляю в самом конце, когда тесто практически готово. Сейчас видно, как тесто оживает. Появились пузырьки. Так и должно быть. Добавляю еще муки до нужной консистенции и хорошо вымешиваю тесто. Оно должно получиться вот таким густым. Оставляю тесто на столе на полчаса и больше его не перемешиваю. Аккуратно набираю тесто ложкой вот так вот с краю и выкладываю на сковороду с разогретым маслом. Огонь средний, у меня это 10 из 14. Обжариваю с 2 сторон до красивой румяной корочки. Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце. Подаю еще горячими. Очень вкусно со сметаной. Сегодня у меня десертная сметана простоквашино с черникой. Вкусная, с приятной сметанной кислинкой и ягодами.
А для любителей всего клубничного покупаем десертную сметану с клубникой. Напишите в комментариях, как вы готовите оладьи на кефире. И было ли у вас такое, что вместо пышных и мягких оладушек у вас получались блинчики-салфетки, резиновые подошвы или маслянистые губки? Если было, попробуйте этот рецепт. Я уверена, что результат понравится всем. А следующий рецепт, наверное, наш самый любимый. Оладьи всегда получаются с новым вкусом. Можно добавить в тесто грибы, перец, зеленый лук, курицу, колбасный сыр. Подойдет все, что вы обычно кладете в пиццу. Получаются нежнейшие ароматные оладушки. Ну, очень вкусные. Мы называем их оладьи в стиле пицца. Сыр натираю на мелкой терке. Ветчину нарезаю на небольшие кубики и отправляю к сыру. Сюда же мелко нарезанные помидоры, оливки, немного зелени, у меня петрушка. Теперь яйца, соль, сметана, кефир и сода. Все хорошо перемешиваю. И постепенно добавляю просеянную муку. Через 10 минут можно выпекать. Выкладываю тесто ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом. И обжариваю на небольшом огне до красивой румяной корочки. Подавать лучше горячими, но и в холодном виде такие оладьи ничуть не хуже. Мои любители пиццы их просто обожают. Ну и куда же без рецепта с луком? Вы уже знаете, что лук мы очень любим, поэтому я его везде добавляю. И оладьи не исключение. В миску отправляю одно яйцо, столовую ложку сахара и примерно 1/3 чайной ложечки соли. Взбиваю венчиком. Добавляю стакан кефира и стакан муки. Объем моего стакана 250 мл. Муку добавляю постепенно, не всю сразу. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Добавляю в тесто обжаренный лук и мелко нарезанный зеленый лук. Сюда же 1/3 чайной ложки соды. Я всегда добавляю 2 вида лука. Так оладьи намного ароматнее и вкуснее. Тесто не должно быть жидким. Если кажется жидковатым, добавляю еще муки. Хорошо перемешиваю и оставляю минут на 15. Выкладываю тесто ложкой на сковороду и обжариваю с двух сторон на небольшом огне. Подаю горячими со сметаной. Очень пышные, мягенькие, ароматные и очень аппетитные. Можно добавить меньше сахара и подавать их в качестве закуски. Но я рекомендую попробовать именно по рецепту. Легкая горчинка от лука, сладенькое тесто и сумасшедший аромат. Вкусно. Очень. И еще одна закуска, которая внешне похожа на оладьи с луком. Но это не совсем оладьи. Вернее, оладьи, но с секретом. Или способ, как быстро перекусить. Взбиваю одно яйцо. Добавляю 120 мл кефира, щепотку соли, чайную ложку сахара и 1/3 чайной ложки соды. Перемешиваю. Добавляю просеянную муку, примерно 130 граммов. Снова перемешиваю. Теперь в тесто отправляю нарезанный зеленый лук и еще немного муки. Снова нужно, чтобы тесто получилось густым. Нарезаю колбасу на вот такие кружочки. Каждый кружочек обваливаю в тесте и обжариваю на сковороде с разогретым растительным маслом. Можно приготовить такую закуску и в духовке. Тоже вкусно.
Вот что в разрезе. Похоже на пирожки с колбасой, только быстрее. Можно и на завтрак приготовить такую закусочку. Просто, быстро и вкусно. Как всегда, все рецепты оставлю под видео в описании. Как всегда, жду ваши отзывы. Ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты. И, конечно, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.